Всем привет, это Хеннинг, я Деннис, мы из Guano Apes. А вы смотрите «Разговоры». Привет, парни. Простите, вы впервые в Казахстане? Да, и это классно. Вы уже видели какие-нибудь достопримечательности? Нет, мы довольно поздно приехали вчера, и где-то в 2 часа ночи, поэтому успели только сгонять на саундчек. Ну и порадовались жаре, конечно. Пока я готовился к интервью, я решил расспросить друзей про вашу группу. Я им сказал, есть такая классная группа, называется Guano Apes, знаете, и они все такие, да, Big in Japan, Big in Japan. Так. Поэтому должен сказать, что в Казахстане вы, пожалуй, являетесь группой одного хита. Хотя лично я знаю, что есть еще Pretty in Scarlet, Open Your Eyes и другие отличные песни. Вам не обидно, что ваши казахские фаны знают только одну вашу песню из всей вашей дискографии? Придется вечером показать, что у нас много крутого материала. Это нормально. Мы вообще в шоке, что тут оказались. Мы ведь были мелкой немецкой группой, начали нашу карьеру еще в школе, а затем записали несколько альбомов, и нам до сих пор не верится, что нас вообще зовут в такие места, чтобы мы впервые тут выступили. Мы в следующем году отмечаем 30 лет группы, и здорово, что по-прежнему открываем для себя новые места. Поэтому даже если нас приглашают только из-за одной песни, это все равно охренеть как круто. Так что плевать, сегодня мы зажжем и покажем, на что мы способны. Ясно, прекрасно. Итак, вы сделали кавер на песню Alphaville, Big in Japan 23 года назад. Почему вы выбрали именно эту песню? Вы помните? О, отличный вопрос. Тогда готовился проект Поп-2000. Его затеял крупный немецкий артист. Он попросил многих немецких музыкантов сделать свои версии песен других немецких музыкантов. Но я не помню, почему мы выбрали именно эту песню. Кажется, у нас даже была парочка вариантов, и мы хотели взять что-то в совершенно другом стиле, из совершенно другого жанра, чтобы затем переделать песню в нашей стилистике. И так как это был электронный трек, он отлично подошел под стиль Guano Apes. Вышло вроде неплохо. Я недавно встретил фаната, который думал, что это наша песня. И среди молодежи многие не знают оригинал. Они думают, что наша версия — это и есть оригинал. Так что вообще я это даже воспринимаю как комплимент. Вы уж простите за мое произношение, но есть группа новой немецкой волны под названием Hubert K. Hubert K, да. Да-да, отличная группа. Нет, один человек. Но продюсером этой группы является Михаэль Крету. Верно? Да, верно. Может, вам сделать кавер на одну из песен этого проекта? Да? Нет? Ну, это немецкая музыка на немецком языке. А мы считаем себя международной группой. Мы перепробовали много всего за свою карьеру, но каверов записывали не так уж и много. Потому что мы стараемся создавать свои оригинальные песни. У нас было несколько каверов на первом альбоме, но обычно мы стараемся писать оригинальные песни. Да. Понимаете? Хотя, вот сейчас подумал, может, если взять певицу Сандру, вот эта, которая... Да-да. Там на английском. Она жена Михаэля Крету. Да-да, ну бывшая. Бывшая, конечно. Ну, в общем, нам это намного ближе. Возможно, сделаем что-то в этом плане. Из-за имени. Да, да. Сандра делает кавер на Сандру. Здорово. А эти песни, они так популярны в Казахстане? Да? Да это ж старье галимое. Вы здесь постоянно слушаете старье, что ли? Нашему каверу тоже уже 23 года. С ума сойти просто можно. Традиций бывает много, традиции бывают разные. Мне нравятся и старые какие-то вещи, но еще больше мне нравится создавать новые традиции. Так вот, мне кажется, сделать семейную традицию, приходить в магазин Меломан или Марвин и покупать классные пластинки, возможно, игрушки, а может быть книги, каждому свое. Это хорошая традиция, которая должна быть у каждой семьи. Здорово, что у магазина Меломан есть вот такой широкий выбор. Вы знаете, он есть по всему Казахстану. Вы обязательно найдете его у себя в городе, а если нет, так едьте в тот, что побольше. Здесь действительно классный выбор пластинок, здесь действительно классный выбор книг, здесь действительно классно. Вот что важно знать.
Перед интервью вы обсуждали тур Depeche Mode, верно? Но вы говорили по-немецки, поэтому я не все понял. Так что там с Depeche Mode? Они вам нравятся? Может быть, вы собираетесь на какой-то их ближайший концерт в Варшаве, например? Я огромный фанат Depeche Mode. Я огромный фанат Depeche Mode еще со времен их самых первых альбомов. И в нашей группе я самый старый, и они мне постоянно говорят при записи: «Ну что это за фигня? Вечно ты подсовываешь хрень из 80-х». Ну а что поделать? А мне нравится вот это все. И, кстати, на одной из записей мы делали кавер на песню Precious от Depeche Mode. И я дико обрадовался этой задумке. И даже смог... Ну, в общем, песня им понравилась, поэтому мы сделали кавер. Но что касается результата... Да просто они не понимают Depeche Mode. Совсем. Поэтому, ну их нафиг. Есть одна шутка о том, как узнать, настоящий ли перед тобой фанат Depeche Mode. Нужно спросить, кто написал все песни группы Depeche Mode. И если фанат отвечает только про Дэйва Гана, то говоришь: «Нет, нифига, это Томас Гор». Мартин Гор. А, Мартин Гор, конечно, точно. Так это вопрос с подвохом был, я понял. Решил проверить меня. Ну что ж, спасибо. Да, настоящий фанат. Еще один глупый вопрос, но я обязан его задать. Стали ли вы популярны в Японии? Ну, как в песне. Да мы вообще никогда не были в Японии. Серьезно? Да, ни разу. Мы хотели туда поехать когда-то очень давно. Даже пытались найти там промоутеры и все такое, но что-то никто не заинтересовался, так что шанс нам так и не представился. Но вот мы впервые в Казахстане и рады, что получили такой шанс. Может быть, в будущем появятся возможности в Японию сгонять. Класс. А можете посоветовать какие-нибудь современные немецкие поп-группы? Немецкие группы? Да. Современный поп. Это для тебя задача, конечно, твоя тема. Ну, в общем, немецкий поп, немецкоязычный поп и поп на немецком весьма популярен, как и немецкий хип-хоп, особенно в последние годы. И у нас есть такое явление, как шлягер, например. Не знаю, слышали вы что-нибудь о нем? Нет. Сейчас это самый-самый мейнстрим. Он произошел от немецкого фолка, старого толка, а теперь вот стал мейнстримом. Одна из самых популярных артисток — исполнительница шлягеров Хелена Фишер. По-моему, она родилась в России, но выросла в Германии. Типа того. Я думал, она из Санкт-Петербурга. Возможно, да. И она крупная звезда, знаете ли. Стадионы собирает. Есть еще и другие немецкие поп-звезды. А вообще шлягер — это там, где постоянно... А-да-да. Да, и такая легковесная мейнстримовая музыка, но очень успешная у нас. Я к тому, что Guana Apes — это, пожалуй, последняя крупная немецкая группа, известная по всему миру. Или же нет? Да нет, ну Рамштайн же есть. И многие другие группы. Рамштайн-то, ну, все знают. Они одни из самых известных. А еще есть всякие старички, типа Scorpions, они тоже до сих пор существуют. Знаете Scorpions? Да, слыхал что-то. Есть еще Modern Talking, Нина. Но Modern Talking-то уже все. А еще есть много хард-рока и тяжеляка, который, знаете, турит по всему миру. Кстати, с нами сюда приехал звукарь, который обычно работает с группой под названием Electric Callboy. И сейчас они становятся очень популярными. По-моему, они существуют уже больше 10 лет, но теперь вот они ездят с турами и в США, и в Австралию. И, по-моему, еще они были весьма популярны в России и Украине. Правда, они раньше назывались Эскимо Callboy, но они изменили название, и мне кажется, знаете, вы еще о них услышите. И сейчас они набирают популярность во всем мире и становятся все успешнее и успешнее. В 2014 году вышел ваш последний альбом под названием «Offline». Вы можете пообещать фанатам, что в следующем году они услышат что-то новенькое? Может быть, даже новый альбом под названием «Онлайн»? Неплохо. Прикольно, надо подумать. У нас много песен так-то, и они ждут своего часа в дальнем ящике. Но чтобы выпустить это что-то новое, нужно найти идеи, которые нам по душе, которые вызовут энтузиазм. У нас сейчас завидное положение, потому что имеется много популярных песен.
Люди их любят и готовы ходить на концерты ради них. Поэтому у нас нет нужды в создании нового материала. Но мы хотели бы что-то выпустить. Но для этого музыка должна вызвать у нас прилив энтузиазма. И нет смысла выпускать что-то недоделанное. Просто чтобы только было что-то новенькое. Нужно что-то, что порадует нас самих. По вашему мнению, как можно описать вашу аудиторию и всех ваших фанатов? Кто это? Ну, с годами наша аудитория немного изменилась, конечно. Мы все стареем, и наши фанаты стареют. Сейчас люди постарше приводят на наши концерты своих детей, и это до сих пор поражает. Бывает, приходит отец семейства или мать семейства, а с ними детишки 15- даже 20 лет. Это сумасшествие просто. И от этого прям крышу сносит. Получается, рядом стоят люди, в смысле, пожилые люди, 60, 70, а рядом с ними молодежь. При этом иногда собираются совсем отбитые люди, которые устраивают мошпит и просто отрываются на всю катушку. И это каждый раз весело. В общем, у нас поразительное разнообразие в аудитории. А еще нам везет, что многие фанаты готовы за нами ездить. Даже вот сейчас одна из них прилетела из Мюнстера сюда, в Казахстан. А ведь она была на сотнях наших концертов. Это очень приятно. Например, во время выступления можно посмотреть на первый ряд, и там будут все наши хардкорные фанаты. В такие моменты ощущаешь себя как дома. Мы будто одна семья. И Деннис прав. Это очень разнообразная семья. К тому же у нас, по сути, было две карьеры. Сначала первая часть, затем группа распалась и снова собралась. И вторая эпоха, которая длится уже даже дольше, чем первая. И, как Деннис отметил, многие люди открывают для себя наши старые песни, а наши старые фанаты увлекаются новым материалом. Так что нас это очень радует, что уж тут говорить. Кстати, о вашем распаде. У вас же есть сайт-проекты. Томато. Томато. Ой. Томото. Томото. Господи, шарики за ролики уже заходят. Томото, верно. Ну так и что с этим проектом? Ему конец. Ну просто вот. Все. Не знаю, что тут сказать. Это был мой личный проект. Мы с Хеннингом очень рано начали заниматься музыкой, когда еще были совсем детьми, как и наш басист Стефано. И когда группа распалась, я решил попробовать раскрыть себя, играя с другим своим другом. Так что я раскрывал свой музыкальный потенциал, так сказать, но тогда еще без них. И мне казалось, что выходит неплохо. Сейчас мне уже так не кажется. Песни получились, так себе. Но зато сам процесс пошел мне на пользу, с музыкальной точки зрения, конечно же. Мы старались, играли разные концерты, но аудитория не заинтересовалась такой музыкой. Это самое тяжелое для артиста, когда ты видишь, что ты не нужен. Всем плевать, им не нравится твоя музыка. Ну и ты тогда плюешь на все это дело. Просто забиваешь и занимаешься другими проектами. На этом все. Хотя труда я туда вложил немало. 2,5 года упорной работы. Зато опыт хороший. А как, по-вашему, изменилась ли музыка за последние 10-20 лет? Она вообще изменилась? Раньше были рок-группы, а сейчас популярнее всех оказались рэперы. Как вы к этому относитесь? Могут ли рок-группы снова стать популярными? Ну да, мы согласны, есть такое дело сейчас. Сейчас совсем другие рок-группы и другая музыка, иногда сделанная буквально на коленке. Но при этом все могут сосуществовать. Есть рэперы и люди, которые в одиночку выступают под минус, а есть большие реальные рок-концерты. И если посмотреть, что слушает молодежь, никто сейчас не говорит «я фанат рока» или «я фанат рэпа». Люди просто слушают все подряд, и мне кажется, что это хорошая тенденция. Мы тут были в Португалии буквально 2 недели назад. И там был очень популярный исполнитель — Фаду. Это такой традиционный фолк, смешанный с поп-музыкой. А он выступал прямо перед нами. А после нас была другая группа, тоже португальская. А мы играли между ними, получается. Но мне вообще все 30 лет, за которые мы успели поиграть во многих местах, казалось, что все перемешивается, и что люди открыты к разным культурам и стилям. И это замечательно. А теперь еще появились стриминги. Это многое поменяло, потому что у людей есть доступ к громадной музыкальной библиотеке, и она очень разнообразна.
Я был в Португалии буквально 2 недели назад и посетил 6-7 местных концертов за это время. И это было здорово. Да, очень здорово. Они ценят свою местную музыку, и она отлично звучит. Она очень эмоциональная, да. Там много мрачных ноток. Но что меня смущает, знаете, удивительно, что большинство крупных фестивалей Германии, рок-фестивалей, остались такими же, как и 20 лет назад. Лайнап практически не поменялся. Там все те же Металлика, Билли Талент, Грин Дэй, ну и так далее. Состав артистов не меняется вообще. Хотя и мы неизменно там присутствуем, поэтому я ожидаю, что когда-нибудь-то появится новая великая рок-группа. Вот как System of a Down. Когда они появились, они меня сразу поразили. Я такой, ничего себе, это что-то новенькое, как свежо звучит. А сейчас я тоже жду чего-то подобного. Нужна безумная новая группа, которая немного изменит стиль, а не будет играть этот говнорок, как мы или кто-то еще. А почему? Почему они не появляются, по-вашему? Простите, что? Почему новые группы не появляются? В чем причина? Ну, мне кажется, основная причина в нынешнем воспитании детей, в их интересах. Сейчас им очень сложно заниматься музыкой, а затем стать профессиональным музыкантом. Поэтому они просто предпочитают сидеть в телефонах и смотреть ТикТок, а не играть на гитаре или ударных и собирать свои группы. Мне кажется, им просто тяжело. У меня у самого есть дети. У нас дома есть любые инструменты, на которых они могут свободно в любое время играть. И мне хочется как-то их вовлечь во все это. Но им самим нужно взяться за это дело. Им нужно открыть для себя эти инструменты, а затем найти людей, которые говорят с ними на одном языке. Когда мы только начинали заниматься всем этим, мы 4 дня в неделю сидели и сочиняли музыку. Нам очень нравилось это занятие. А сейчас это явление просто исчезло. Люди перестали собираться, находить общий язык и как-то раскрывать себя. Ты вот что думаешь? Да-да-да, согласен. К тому же играть в группе сложнее, чем сесть за компьютер и включить бит или что-то просто там начитать поверх. Не, я не хочу излишне упрощать то, как люди сейчас занимаются хип-хопом, но если ты делаешь что-то сам, тебе кажется, что так проще. Ну, у этого есть все-таки свои минусы. Мы вот, например, очень многому научились друг у друга, как музыканты. И мы сильно изменили свои личные стили, общаясь посредством музыки. Вот почему мы все еще на сцене спустя 30 лет. Комбинации из 4 человек в группе создают такое волшебство. Мне кажется, что это относится и к другим группам, не так ли? Хотя в Металлике и в других группах бывали и ссоры, и драки даже. Но они все равно играют вместе, потому что в этот момент творится волшебство, самое настоящее. Я живу в Мюнхене, и если пойти на Олимпийский стадион или хотя бы просто посмотреть на постеры, там одни и те же старые группы. Отчасти дело в том, что люди выросли на этой музыке, и она стала частью их жизни. Поэтому они продолжают ходить на концерты и берут с собой детей. И так уж получается, что вот оно, новое поколение фанатов. Какую музыку вы слушаете, если хотите вдохновиться? Что мы слушаем сейчас, типа? Да. Я стараюсь находить новые рок-группы. Например, есть группа, которая мне очень нравится. Sleep Token. Кажется, они из Британии. И они играют отличную смесь из достаточно жесткого металкора, и при этом очень много лиричных моментов у них есть там, мотивов. Очень разнообразная музыка. В общем, это очень разнообразная музыка, а не какой-то сплошной тяжеляк. Жаль, что у меня маловато времени, чтобы слушать музыку. При этом я довольно часто включаю своих старых кумиров, как и в те времена, когда мы только начинали. Я включаю первый альбом Stone Temple Pilots и тому подобное. И меня это все еще вставляет. Это было особое время. Я повторюсь, в своей молодости мы привязываемся к определенной музыке. И это повлияло на то, как мы учились музыке, как учились игре на инструментах и как создавали музыку вместе. Ну а вы? А я слушаю всякое старье из 80-х. Хотя... Я, пожалуй, фанат Editors. Знаете, Editors? Это группа из Англии. Они мне очень нравятся, потому что они чем-то похожи на старье из 80-х, но они поновее. Вы не думали поработать в игровой индустрии? Например, отдать свою музыку в саундтрек какой-нибудь игры? А этим мы что-то еще не занимались вроде. Неправда. Да, однажды было предложение, но это была игра о танках.
Или ты про... Нет, мне кто-то сказал, что наш техник наш мне сегодня сказал, что наша песня была в игре, в которую он играл в детстве. Это что за игра такая? Тетрис? Тетрис? Вот это было бы здорово, конечно. Или Солитер. Не знаю, но он мне вчера сказал в самолете. Пакмен? Ну, что-то такое, Мау-Мау. В общем, наш техник вчера мне сказал, что был такой случай. Одна из наших песен... Кстати, Big in Japan, к слову сказать. Так, она попала в игру, но так она не наша. Нет, не наша. Смешно, да, смешно. Ну, в общем, вчера он мне сказал, а мы и не знали. Видимо, лейбл пристраивал песню куда только мог. А еще наш трек был в сборнике о мотокроссе. Я забыл название. Он выходил в США кучу лет назад, когда мы только начинали. Оттуда, кстати, многие узнали про Open Your Eyes. Серьезно? Да, это был сборник для людей, которые любят мотокросс, мотоциклы и все такое. То есть это был сборник, а не игра. Да, музыкальный сборник. По-моему, она еще играла во время показа трейлеров по телеку. И, собственно, поэтому в США это именно так стало популярно. Так узнали о нашей музыке в Штатах. А в Италии наша песня была в рекламе часов. Весьма дорогих часов, кстати. По-моему, наш издатель продал права на использование нашей песни. И, в общем, ролик тоже вышел отличный. Там были люди, всякие разные красивые люди. И там тоже играла Open Your Eyes. Так о нас узнали в Италии. Так что это отличное предложение. У нас не было еще предложений по видеоиграм, но это крайне интересно. Так что если у вас есть игра и нужна музыка, мы вас продадим, да. Свяжитесь с нами вот по этому номеру. А как насчет классической музыки? Как вы считаете, молодежи нужно слушать классическую, академическую музыку? А это что? Ну, классика. Какая? Ну, Бах, Моцарт, все такое. Никогда такого не слышал. Ну, тебе же знаком Моцарт Кукин? Да, это мы едим, это мы знаем, вкусная штука. Типа венские сладости, да? Мне кажется, что люди должны сами решать. Это как у Денниса, который купил детям все инструменты на пробу, и, может быть, кто-то из этих детей выберет себе инструмент, о котором он даже и не думал. Понимаете? Например, начнет играть на скрипке, а не на ударной. Люди сами выбирают инструменты, и люди сами выбирают себе музыку. Мне кажется, что разная музыка приходит в нашу жизнь в разное время. И все мы узнаем лишь то, к чему у нас есть доступ. Я раньше слушал Битлз, Стинга, Полис, потому что у отца были пластинки. Естественно, это все в прошлом, но иногда я возвращаюсь, так сказать, к корням. Если у тебя дома есть пианино, и твоя жена на нем играет, то дети смогут услышать классику, и у них будет, так сказать, к ней доступ. Но при этом людям сложно что-то навязывать. Они должны найти в ней что-то свое, что-то, что их растрогает. Музыка на виниле, она снова в моде. Я вот слушаю музыку сейчас исключительно на пластинках. Ты про винил, да? А какую пластинку вы купили последней? У меня дома нет винила вообще. У меня тоже. Нет. Мне дарят пластинки те группы, которые я продюсирую, но у меня даже проигрывателя нет. Так что... Но мы знаем, что произошел ренессанс пластинок, и многие увлеклись винилом. Это здорово. Я считаю, что этот формат лучше, чем CD. CD, по сути, становятся пластиковыми отходами. И из-за них, кстати, люди перестали осознавать, что музыка имеет цену. А теперь они снова покупают винил, и это приносит им особенные ощущения. Это не совсем то же самое, что стриминг. Так что хорошо, что есть такие разные форматы, которые могут сосуществовать. Если кто-то посмотрит это интервью и впервые узнает про Guano Apes, какую из своих песен вы бы ему порекомендовали послушать в первую очередь? Ну, это точно Open Your Eyes, да, согласен. Когда мы общаемся с людьми, с нашими фанатами, они чаще всего называют ее в качестве песни, с которой они начали нас слушать. Я бы и сам хотел услышать и прочувствовать эту песню как в первый раз. Но раз уж мы ее написали и спродюсировали, естественно, такого уже не получится. Но она явно оказывает особое влияние на людей, когда они ее слышат. И для нас это здорово. Спустя почти 30 лет мы по-прежнему можем выходить на сцену, причем даже в Казахстане, до которого лететь 8 часов из нашей страны. Это просто потрясающее ощущение. Мы играем свою музыку и стараемся передать эмоции, которые испытывали при ее написании. 30 лет назад, представляете?
Мы стараемся передать эти чувства и смотрим на реакцию людей. Ну, в общем, это точно Open Your Eyes. Класс. Это такой хороший ключик к миру Guana Apes. Класс. И последний вопрос. У меня есть музыкальный подкаст, и в нем я спрашиваю гостей, какую песню они бы назвали саундтреком своей жизни. Одну песню. Одну песню? Да. Весь саундтрек одной песней? Нет, песня — саундтрек вашей жизни. Я понял, да. Богемская рапсодия. В ней же есть все. А из песен Guana Apes я бы выбрал Like Somebody, потому что она очень отвязная и в середине меняет ритм, и сочетает агрессию и медленную часть. А в конце будто взрывается. Да, будет проще, наверное, выбрать песню Guana Apes в качестве саундтрека жизни. Ну и, в общем, тогда бы я выбрал Like Somebody. Полностью согласен с Деннисом, это хороший пример. Наша музыка отличается тем, что песни не звучат одинаково от начала до конца. Там одна эмоция, знаете, сменяет другую. Так что, да, я согласен. Есть еще одна песня из нашего портфолио, к которой я неравнодушен, это Innocent Greed. Она очень сильная, крайне прямолинейная, но при этом имеет множество слоев и граней. Отлично получилось, большое спасибо. Спасибо вам.